13 июня. Подводим итоги очередной недели. Всем привет, это Руслан Невеев. Сегодня поговорим с вами про ситуацию в Константиновке, новые темпы набора в армию России, удары по мостам на севере Крыма и о других важнейших событиях войны. Город Константиновка поделен примерно поровну рекой Кривой Торец. В его западной части накапливается все больше российских солдат. В телеграм-канале 4-й мотострелковой бригады армии России опубликовали видео с флаговтыками во множестве точек западной части города. Они присутствуют там уже давно, это далеко не первая фиксация. Но вот теперь, похоже, западная часть уже взята под контроль. Украинское издание «Громадский» опубликовало репортаж про бои в городе. Они отдельно отмечают, насколько сильно сейчас влияют удары российских беспилотников по украинской логистике. Когда журналисты ездили на этот участок фронта в марте, они доезжали на транспорте до Алексеево-Дружковки, а уже оттуда шли пешком до Константиновки. Теперь даже до Дружковки, которая находится еще севернее, чем Алексеево-Дружковка, доехать сложно. А килл-зона, то есть зона действия вражеских беспилотников, начинается еще на окраинах Краматорска. На мой взгляд, пример Константиновки очень показателен, когда надо объяснить разницу между давлением и огневым контролем беспилотниками. От российских позиций до Краматорска около 20 километров. Вся дорога от Краматорска до Константиновки находится под давлением российских беспилотников. Они регулярно наносят удары по технике, едущей по этой дороге. И чем ближе к Дружковке и Алексеево-Дружковке, тем больше это перетекает в полноценный огневой контроль. Из-за чего ехать на транспорте после Дружковки уже слишком рискованно. Именно такой уровень настоящего огневого контроля приводит к изоляции зоны боевых действий и вынуждает обороняющиеся силы постепенно отступать. Что и происходит в Константиновке, где украинские силы потихоньку отступают. Именно плотность огня, насыщенность воздуха беспилотниками кардинально влияет на боевые действия, а не сам по себе факт возможности долететь до определенной точки и ударить по ней. Снабжение российской группировки войск, ведущей бои на Константиновском направлении, идет через Донецкую и Ростовскую области. Те самые Middle Strike дроны, FP-2, Hornet, Бегемот и прочие регулярно бьют по дорогам и объектам, а также логистике в Донецкой области. Французский исследователь Клеман Мален, который внимательно читает все такие украинские Middle Strike удары, опубликовал свою инфографику с подсчетами. И по ней видно, что в Донецкой области вполне сопоставимое с трассой Р-280 число ударов по логистике. А если еще учитывать, что трасса Р-280, идущая в Крым по югу оккупированных территорий, еще и намного длиннее, то даже получается, что на километр дорог в Донецкой области приходится даже больше ударов всех этих хорнетов. И эти удары начались не сейчас, они идут уже несколько месяцев. При этом, как видите, армия России продолжает продвигаться в Константиновке. Разница обуславливается в первую очередь расстоянием. На дорогах до Дружковки гораздо проще и реальнее организовать настоящий огневой контроль, потому что они находятся близко к линии фронта. А на дорогах около Донецка или на юге оккупированных территорий получается только оказывать давление, но не контроль. Хайп порождает иллюзии и неверные выводы. Я вот на днях давал интервью одному крупному западному изданию. И меня на полном серьезе спросили, каковы шансы, что Крым освободят до конца года? И такой вопрос проистекает из новостей, что, ну вот же, Украина сейчас отрезает Крым своими ударами. Константиновка по площади примерно в 2 раза больше Покровска. Поэтому и бои за нее могут идти еще долго. Но в целом, я не вижу возможности удержать город под контролем украинских сил. Поскольку битва за город будет еще долго идти, возникает логичный вопрос. А есть ли у российской армии для этого силы? Ведь давно говорят, что нынешний набор, вербовка не покрывает потери армии России на войне. И вот на днях появился отчет по расходованию средств федерального бюджета. Немецкий экономист Янис Клюге проанализировал его и пришел к выводу, что федеральные данные подтверждают региональные в вопросе падения темпа набора людей. Напомню, что данные по федеральному бюджету публикуются раз в квартал, а российские регионы публикуют данные о расходовании средств региональных бюджетов каждый месяц. И первые 3 месяца этого года региональные данные стабильно показывали серьезное падение темпа набора. Теперь же эти данные подтверждаются на федеральном уровне. Вербовочные мероприятия позволили привлекать примерно 800 человек в день в начале года. Федеральные данные за 2-й квартал появятся только в июле, но уже есть данные региональных бюджетов, и они сейчас показывают, что ситуация с набором в армию на контракт стабилизировалась. Судя по всему, набор вернулся к темпу около 1000 человек в день, то есть 30 тысяч человек в месяц. Примерно столько же, сколько набирали в прошлом году. Думаю, теперь-то можно оставить позади все вот эти вот волнения про скорую мобилизацию. Уже почти половина июня позади, а темп продвижения так и не вырос.
Похоже, что до конца лета все фронтовые события будут сводиться к дальнейшим боям в Константиновке. Много усилий прилагается по направлению Родинское, Белицкое, Доброполье, которое находится к северу от Покровска. Это заметно и по количеству авиабомб, которые российская авиация сбрасывает в этом районе. К слову, как и с беспилотниками, так и с авиабомбами масштаб производства продолжает расти. В начале года, весной, в среднем Россия запускала по 5-6 тысяч планирующих авиабомб по территории Украины каждый месяц. В апреле было запущено почти 6900 авиабомб, а в мае уже почти 7500 авиабомб. И судя по тем снимкам, которые регулярно публикует Климан Мален, на большинстве участков фронта они попадают довольно-таки точно. И прежде чем мы перейдем к обсуждению ударов по мостам в Крым, прервемся на короткую рекламу. Согласно статистическим данным, сейчас от 2 до 3 миллионов россиян имеют право на гражданство Израиля по корням. Многие об этом даже не знают, ведь еврейские корни на протяжении десятков лет было принято скрывать. Проверьте свою родословную. Есть организации, которые не только помогают с гражданством, но также находят документы в архивах на территориях разных стран. Например, ИКЦ. У них есть собственный архивный отдел и огромный опыт, наработанный с тысячами клиентов. Если окажется, что вы имеете право на репатриацию в Израиль, то вместе с гражданством вы можете получить доступ и к передовой медицине, и к сильному заграну, который позволит въезжать без визы в 160 стран мира, Европу в том числе, а также к развитой финансовой системе Израиля, к банковским услугам и инвестиционным инструментам. Паспорт Израиля будет и у ваших детей, и у внуков, в отличие от золотых паспортов и ВНЖ, которые чуть что могут отозвать. Гражданство Израиля за 50 лет не отзывали ни разу. При этом вам не нужно будет учить иврит, служить в армии и постоянно жить в стране. Можно просто пользоваться преимуществами. Единственная загвоздка, чтобы получить гражданство Израиля самостоятельно, придется нехило попотеть. Изучить правила, понять, как строить диалог с консулом, что редко получается с первого раза, если вы подаетесь сами. А в очередях в консульстве вам порекомендуют в следующий раз обратиться к ИКЦ. Компания поможет сделать процесс быстрым и комфортным и пройти проверку сразу. Ее специалисты помогут подготовить документы, даже в самом Израиле сопроводят на получение паспорта. А в договоре будут прописаны гарантии, что вы этот паспорт получите. Связаться с ИКЦ можно по ссылке в описании. Разобраться, можете ли вы репатриироваться, записаться на проверку корней или на консультацию насчет процесса получения гражданства. Главной темой всей недели были удары по мостам, соединяющим Крым с южной частью Херсонской области. Удары наносились и продолжают наноситься с применением беспилотников ФП-2 и Бегемот. Каждый такой удар не приводит к обрушению пролетов моста, но вынуждает как минимум временно перекрывать движение. И вот мне эта история напоминает Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Когда город Херсон еще был под российской оккупацией, украинские силы регулярно наносили удары хаймерсами по Антоновскому мосту. Каждый раз это оставляло все новые заметные дыры, но движение довольно-таки быстро возобновлялось. Полноценный ремонт в таких условиях невозможен, но все равно требуется время после каждого удара на осмотр конструкции моста. Что важно, такие удары хоть и не выводят мост из строя полностью, но они вынуждают запретить проезд тяжелых грузовиков по конструкции моста. Как и в истории с Антоновским мостом, мы видим, что в Чонгарском проливе уже возвели понтонную переправу. У них есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, их гораздо проще вывести из строя ударами беспилотников. С другой стороны, наводятся понтонные переправы тоже очень быстро. Такие переправы и преграды неизбежно становятся бутылочным горлышком, из-за чего на берегах появляются пробки и очереди из грузового транспорта. А они могут стать целями для последующих ударов. Дополнительно ситуацию усугубляют сами российские военные, которые начали маскировать военные грузовики, в том числе автозаправщики, под обычные гражданские. Это само по себе является военным преступлением и может привести к жертвам среди гражданских, поскольку любой гражданский грузовик теперь будет восприниматься как замаскированный военный. Интересно, что кроме раскрасок военного транспорта под «Зебру» и маскировку военных грузовиков под гражданские, других мер защиты я пока что не видел. Ни сеток над дорогами, ни групп сопровождения в виде мобильных огневых групп. В интернете сильно разошлось видео, где по мосту едет такая замангаленная автоцистерна, еще и с пушкой над кабиной. Но это нейрослоп, не обращайте внимания. Российские военные показали, как маленькими беспилотниками можно даже обрушить мост. Опубликовано видео, где российские FPV-шки бьют по опорам моста через реку Нитриус в Харьковской области. И каждый следующий беспилотник бьет точно в ту же самую опору, что и предыдущий. Спустя 43 таких удара пролет моста падает.
Но этот мост намного ближе к российским позициям, поэтому по нему можно бить обычными FPV-шками квадрокоптерного типа. А ими точно прицеливаться и бить в одну и ту же точку намного проще. Они могут даже зависать в воздухе, чтобы точно навестись на цель. В то время как Middle Strike бесплотники самолетного типа, такие как FP-2 и Бегемот, так делать не могут. Если бы ракеты «Фламинго» действительно производились по 200 штук в месяц, то можно было бы какую-то их часть тратить на удары по мостам в Крым. Ведь у них боевая часть намного больше, чем у бесплотников. И вот тогда результат был бы быстрее. В среду ракеты «Фламинго» ударили по заводу в НИИР «Прогресс» в Чебоксарах. Самая известная продукция этого завода – это система навигации «Комета», которая позволяет не терять геолокацию даже в условиях действия глушилок. В мае завод уже атаковали, и тогда одна из ракет «Фламинго» попала в цех предприятия. Сейчас в июне ракеты попали в административное здание. По масштабам разрушений урон серьезный. Но почему убили по административному зданию, нам непонятно. Правильнее было бы ударить по тому же зданию, что и в прошлый раз, по производственному цеху, чтобы окончательно разрушить его, чтобы уничтожить дорогостоящие станки и произведенные комплектующие. Вот это дало бы заметный эффект по части остановки работы завода. А от того, что уничтожили условно кабинет бухгалтерии, кабинет директора, проходную и столовую, но эффекта практически не будет. И это явно не промах, явно целились именно в это здание. Мы так думаем, потому что на фотографиях впоследствии видно, что одна ракета прилетела точно в здание, а вторая ровно перед ним, оставив большую воронку. Такой близкий относительно друг друга прилет двух ракет говорит о том, что именно это здание было целью. Прошедшая неделя отметилась двумя покушениями на российских военных деятелей, одно из которых было успешным. Во вторник в Балашихе взорвали машину с начальником Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России полковником Дамиром Давыдовым. А вот вчера произошло покушение на экс-министра государственной безопасности самопровозглашенной ДНР Андрея Пинчука. Последний не особо пострадал, отделался легкой контузией. Это не первый и далеко не последний раз взрывают всяких высокопоставленных лиц России. Почему я абсолютно уверен, что не в последний? Потому что как и в российской военной разведке, так и в контрразведке ФСБ десятилетиями идет отрицательная селекция. Эти люди пропускали, пропускают и будут пропускать подрывы таких слабоохраняемых чиновников. Так же, как они раз за разом пропускали множество терактов в России в прошлые времена. Какого уровня профессионализма можно ожидать от представителей спецслужбы, которые, например, всерьез утверждает, что за терактом в Крокус-Экспо стоят украинские спецслужбы? Людей, сыгравших важные роли в аннексии Крыма, первых боевых столкновениях на Донбассе в 2014 году, в начале полномасштабной войны в 2022 году и ее продолжении, таких людей много. На всех вооруженных ФСОшных охранников и броневиков не напасешься. Поэтому им нужно почаще озираться по сторонам. Пламя яростной мести может застать в любой момент. Не знаю, является ли это способом ответа на такие убийства высокопоставленных лиц, но вроде бы как Россия планирует в ближайшие дни опять в 4-й раз запустить «Орешник». Вроде бы как говорят, что Россия официально предупредила об этом США. И да, не удивляйтесь, такие предупреждения действительно делаются в случае «Орешника». Потому что это ракета средней дальности, которая вызывает особую тревогу. И чтобы в Америке не подумали случайно, что это по ним сейчас запустили ракету с ядерной боеголовкой, то надо вот так вот предупреждать США заранее, что и делается. На момент записи сводки этого удара еще не произошло. Я уверен, что удар будет опять с применением болванок, то есть кинетической боевой части без взрывчатки. В таком исполнении «Орешник» менее разрушителен, чем даже какие-нибудь ракеты Х-101 или «Искандер». Ну и, конечно, когда ты в 4-й раз вот так вот замахиваешься, типа «Ух, сейчас я вам!», кто всерьез в дальнейшем твои угрозы будет воспринимать-то? Это какая-то клоунада уже. Но у Путина не остается других способов наказания за эскалацией. Потому что массовые обстрелы с ракетами, так они и так почти каждый день происходят. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в следующие выходные. Пока.